Доброе утро, друзья! Сегодня очередной поход на субботнюю барахолку. Будем искать сокровища. Первая интересная находка. Сразу попался альбом с открытками по Третьему рейху. Открыток много. Ценники на наклеечках на белых смотрите. Also ich habe auch original verpackte hier noch. Ja, ja. Können Sie mir die wegpacken? Цены демократические. Ja, ja, sind wir noch. От 1 до 5 Ah, евро. okay, alles klar. Nein, bricht Alles ruhig klar. das- Wir ruhig machen das das ab, einfach dann. ins Auto rein, ne? Und wenn ich die ganzen Waggons hier Рядом лежат Da альбомы с gucken wir марками. mal. Machen wir nachher einen Preis. Wir Ну, warten jetzt mal ab, смотреть was их noch не geht, буду. und dann können wir ja. Вот, смотри, может быть интересно. Ну вот, очередной образец фуфла. И вот, друзья, будьте осторожны. Такого добра тут хватает. Что такое автомобильчик? Бинокли. Не пойду. Интересно, похоже на кости. Was kostet das? 10 Euro. 10 евро статуэтка. Ну как ты определил, что не купил? Надо тебе 2 марки. 2 марки? Какие? Да, отстой какой-то. 50. Монбланк. Ручка Монбланк. Деньги. 50. Вот тут найдешь сокровища, смотри. Угу. Сейчас буду искать. Еще одна ручка Монбланк. Миллион. Was kostet das? 30. Это 30. Так. Kupuję, bo ta koleżanka nie przyjechała i sama żeby się nie... Genialnie. Друзья, рога на любой вкус. И чучело соболей и горностаев, даже белок. И чего тут только нет. Кстати, какой-то станочек микро. Фототехника. Цельный стол. Wenn ich für den Sechser. Ja, natürlich. Wenn ich sofort ein Auge drauf jetzt. Wenn ich von dem Sechser. 20 евро.
Какой микрокассетник. Ручка символики Мерседес. Коробка железная. А в коробке сокровища. Какой-то здоровенный сервис. Картина на морскую тематику. Куча продавцов. В этих коробках уже порылись, наверное. Может, еще и нет. Даже сверлильный станок присутствует. Вот такой станок. Кассетник из молодости. Ну вот, друзья, и первое золото сегодня. Значок Mercedes 333 проба. Но продавец знал, что он продает. Просил за значок 60 евро. Dann drehen die durch. Früher war einfach. Hast du einmal Sommerstift gehabt? Интересно. Wie viel kostet? 8 Euro. 8 Euro? Guten Morgen. Guck mal. Objektiv. Ну не путайся еще один, а? Wie kostet ein Cent? Ach, schade, kaputt. О, прямо Rolex. 30 Angebot heute. Gib 100, Chef. Nimm mit. Ты что толку? Подожди. Стой. Не, не надо. По одному давай. Этих 6. Frisch gepresst. Вот этих. Этих 6. И вот эти вот две графиновые такие же. Раз, два. Sie suchen Kameras, ne? Ja. Vielleicht haben wir dazu eine passende Kamera. Ja? Ja, wir müssen mal schauen.
können wir gerne die Nummer tauschen. Ich schicke mal Bilder von mir. Das wollte die haben. Вот там. Шестьдесят пятый год. Nee, nee, zu Hause, ich will auch verkaufen. So, wir gucken unsere Verkäufe. Ja, und dann kannst du auch kaufen und dann verkaufen. Nee, ich mach das nicht. Ich hab über 100%. Барахолка большая. Ой, она аж на ту сторону тянется. Так, кто-то собирал спички. Два ящика спичек коллекция. Что тут они продают на барахолке? Ящик спиртного. Тут выпить, на соседнем ряду закусить. Кстати, вот шайбы. Даже так. Большая была реклама. Вернулся я сегодня с фломаркта. Купил я там несколько вещей и несколько монет попалось мне сегодня. Начну по традиции с вещей, ну и закончу обзор монетами. Значит, первое, что я купил, это была вот такая коробочка. Там в ящике у продавца валялась куча значков, всяких коробок, бижутерии. И вот обратил внимание на эту коробочку, открыл. Здесь лежит, в принципе, обычный фрачник, ничего такого нет в нем. Но у него 925 проба. Там под иголкой, я сейчас попробую увеличить, если будет видно. Вот, не знаю, видно, не видно, но там стоит 925 проба. То есть значок оказался серебряным. Продавец этого, скорее всего, не знал. И он мне этот значок отдал за 50 центов. То есть я спросил, почем значки, он говорит, да по 50 центов. Ну, я, короче, выбрал этот. Остальные больше ничего интересного себя не представляли. Так что вот серебряный значок за 50 центов. Дальше мне попалась зажигалка, вот в таком футляре. Формула.
Вот такая зажигалочка. В принципе, зажигалка не новая, но в очень хорошем состоянии. Камешка здесь нет. Как бы она работает, но надо вставить просто камешек. Так что зажигалка газовая. Но, в принципе, за 1 евро. Я думаю, она стоит намного дороже, чем 1 евро. Поэтому вот такая зажигалка попалась. Значит, дальше я купил еще вот такую бакелитовую коробочку. Ну, вернее, наверное, не коробочка, а скорее всего, что это, наверное, чернильница. Чернильница или, может быть, пепельница. То есть она вот такая, но, скорее всего, думаю, это чернильница была. Написано, что сделана она в Англии. В каком году неизвестно, но думаю, конечно же, во времена бакелита, поэтому, скорее всего, это или еще довоенное, или, может быть, послевоенное изготовление. Ну, вот такая вот коробочка тоже за 1 евро попалась. Еще купил вот такую вот дозу, не знаю, что это. То ли здесь, может быть, какие-то крема были, то ли, не знаю, пилюльница какая-то. Не знаю, что здесь было. Но просто привлекло то, что символика Мерседеса. И клейма я никакого на ней не нашел. Поэтому купил только чисто потому, что Мерседес. Тоже за 50 центов мне ее отдали. И еще мне попались вот такие интересные винтажные ножницы. Думаю, где-то, наверное, 50-х, 60-х годов. Ну, точно послевоенные, конечно, уже. Есть на ножницах клеймо вот такое. Производителя, я так думаю, мастерской. Ну и произведено это в Золингене, в городе Золинген. Здесь вот еще какое-то дополнительное клеймо. Вот такие ножницы. Купила за 3 евро эти ножницы. Ну, просто показались интересными, старыми. Такие уже ножницы не производят. Поэтому решил купить. И теперь посмотрим монеты. Значит, одна монета империи. Это 350 лет Йенскому университету. Монета штемпельная, как вы видите. С обеих сторон присутствует штемпельный блеск. Купил монету, в принципе, недорого. Купил я ее за 220 евро. Штемпельный луч по ней бегает. То есть монета в неплохом очень состоянии. И, в принципе, недорого я ее купил. Поэтому считаю, покупка отличная. Вот, поизучаю ее поподробнее. В общем, проверю ее еще. Значит, вторая монетка — это Веймарская республика. Граф Цепелин, тоже монетка штемпельная. Присутствует на монете штемпельный блеск яркий. С обеих сторон. Есть немножко мешкового сохрана, немножко царапок на монете. Ну, в принципе, незначительно. Тоже, думаю, начальная МС у монетки есть. Купил монетку за 160 евро. И попались еще две монеты Третьего рейха, обе кирхи. Одна кирха с датой, то есть гарнизонная церковь в Потсдаме. На этой монете такой остаточный штемпельный блеск. На реверсе поярче блеск. Но скажу вам, что монетки кирха с датой сами по себе уже не частые. Но плюс еще, когда монета имеет штемпельный блеск, это уже достаточно редкое явление. Купил я эту монетку недешево, купил ее за 30 евро. Но в принципе 50 она стоит в таком состоянии. И еще одна монетка тоже кирха, но уже без даты, уже 5 марок. Предыдущая была 2 марки. У этой монетки штемпельный блеск получше даже, чем у предыдущей.
Тоже этих монет много, но достаточно нечасто они встречаются в штемпельном состоянии. Эту монетку я купил подешевле, за 15 евро. Тоже считаю хорошая покупка. Вот такие у меня сегодня были на Фломаркте покупки, находки. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Желаю всем хороших, интересных приобретений и до новых встреч!